Видно, кому-то не понравилась я. И вот посадили. У нас был этот Игорь, сын вот этой Анны Матвеевны. Вот бывало, придет на этот самый, на собрание на Комсомольской, встанет около этих, как их называют, плакатов, и начинает. Вот, в этом плакате там чего-то написано, ведь фактически не то. И все это написано на меня. Все это было написано на меня. Я, когда уже вот освободилась, приехала в деревню, он уже в деревне жил, у него семья была. Я говорю: Гарька, неужели тебе не стыдно было свои разговоры на меня записать? Я не виноват, меня заставляли. Вот и все. Я пришла вечером, мне говорят: тебя вызывают в район. Я говорю: да ты что, я только что пришла. Все равно иди, ты должна завтра утром быть там. Вот я пришла, это самое, там участковый милиционер, Витя Карпачев был, не забуду. Вот, я говорю, это самое: Вить, меня зачем-то послали сюда. Он говорит: ну что, будешь ждать, тебя это самое, начальник будет это самое ждать. Ну, это самое, ну ладно, сижу. Вечер, спать ложиться. Я говорю: так мне что, нельзя домой идти? Нет, нельзя. Ты здесь будь. Ну ладно, будь так будь. Посидела я до утра. Сижу день, сижу два, сижу три. Никто меня ничего не вызывает. Потом приходит военный. Вот, мол, вроде того, что вам обвинение. Я говорю: ну что ж, за что? Мол, вроде того, что вот вы вот это вот говорили, вот это. Я говорю: это не я говорила, это Игорь говорил. Он подходил к этому плакату и читал, и говорил, комментировал. Ну вот он, это самое. Но это никого не касается, это все написано на вас. Подпишите? Я говорю: подпишу. И подписывала все. Чего же интересно не подписывать? Вообще, а женщина, которая со мной посидела, она только несколько часов посидела, и то сказала: будут заставлять подписывать, подписывай, иначе будут бить. Вообще-то. В общем, вечером я легла, это самое, в тюрьме. Утром встала, седые виски. Сколько лет было вам? 20. Шел 21 год. Но в лагере я сильно болела цингой. Там же это самое. У нас был врач, он был из Прибалтики, Карл Карлович. Приду к нему, а у меня ноги были, сплошная рана. Вот. Приду к нему, а он: ну что мне делать с тобой? Вот. Я не могу тебя освободить, надо тебе на работу идти. И вот так вот. А в брюках, я же вам рассказывала, брюки-то если были чистые, а то ведь все в крови. Кошмар. И вообще, ну, бывают очень хорошие люди. Я никогда не забуду Галю Помаскину. Она вообще-то не то, что она была по бытовой статье воровка. Но работала она у нас дневальным. Ну вот, видно, пожалела меня, я все-таки молодая, а ноги-то больные все. Была сплошная, в общем, сплошной была болячка вообще, кошмар. Вот она
Я пришла один раз с работы, я уже не пить, не есть, ничего, ноги так болят. Она, что у тебя? Я говорю, да вот что. И что это самое, Карл Карлович? Я говорю, ничего. Наоборот, каждый день меня выбрасывает на работу. Ну ладно. Она говорит, ну давай-ка я тебя возьму лечить. И вот она однажды вечером принесла мне полотенце. А вы знаете, что раньше там вообще, если даже какая-нибудь тряпочка есть, так вообще уже невозможно ее куда-нибудь деть. Все равно украдут. Вот. И она принесла мне полотенце и говорит, ну-ка сходи в туалет. Я пошла, она стала мне заворачивать ноги, да вот так вот. И слава Богу, прошло. Потом я перестала есть. Вы знаете, вот когда человек начинает вообще, ну не то что худеть, а вообще отвращение полное к пище. Совсем не хочется есть, не хочется пить, ничего не хочется. И вот я думаю, ну все, уже все. Вот лежу в этом бараке, уже и на работу меня не посылают, потому что я уже так похудела. В общем, короче говоря, я уже не могу вставать. Опять, как говорится, везло мне на добрых людей. У нас была дневальная Шура Борисова. Вот, как она бывало скажет, ну, что, ты что, будешь умирать? Я, ну и что, буду умирать. Ты что-нибудь-то хочешь? Нет, ничего не хочу. И вот она взялась за меня. Ну, хлеб-то приносили, пайку-то тут. Да, вот. Она эту пайку возьмет и вот пойдет, побеняет на чеснок. И вот начала это самое, натрет корочку чесноком. На, хоть пососи, может, получше будет. И вот я стала помаленьку это самое откусывать от этой корочки. И вот она меня подняла. А ели-то мы из деревянных этих такие, ну, в общем, кормушки деревянные были. Вот. И я, значит, поставила эту кормушку-то, а хлеб сюда положила. Только отвернулась. Повернулась, хлеба нет. И не знаю даже, как это они варили, вот просто. Зеленая капуста с рыбой. Какую-нибудь туда рыбу положат, но уже не хорошую, конечно, а те какая-нибудь там, или уже протухшая, или что. Нельзя было даже взять в рот. Ничего, ничего. Новый начальник части интендантского снабжения пришел. Пришел один раз в этот самый барак. И это самое стал спрашивать, грамотное есть? Да, алфавит знаем мы вроде того, что. Ну ладно, вот это самое. Завтра придите утром в контору. Ну, я пришла в контору. Я говорю, вы велели прийти в контору. Он, а что ты пришла? Я говорю, вы спросили, грамотный я или нет. Ну, а как ты? Я говорю, не знаю, алфавит знаю. Ну вот, тогда вот и это самое, я тебя назначаю бухгалтером вот весь склада. Только ты не будешь там в складе работать, а будешь отправлять эти самые, как называют-то, этап. Будешь отправлять этап. На каждого человека заведешь карточку. Но сумеешь? Я говорю, попробую. И
вот и я стала работать в бухгалтерии. Вот. Это самое. И работала я до конца. Вот я пришла на работу. Это председатель, начальник вот этого части интендантского снабжения. Хороший был мужичок, маленький такой. Вот этот самый военный. Он это вольнонаемный. Приходит. Шур! Я говорю, что? Я уже забыла, как его звать-то. Ты же сегодня освобождаешься. Как это? Да, вот, посмотри-ка, справку уже тебе написали. Вот. Ой, я говорю, да что вы говорите, прямо так обрадовалась, аж слезы выскочили. Чего ты плачешь-то? Я говорю, как же мне не плакать? Столько времени, говорю, я ждала этот день. Но все равно, вот тебе справка, давай, уматывай. Куда ты пойдешь-то? Я говорю, да пойду куда-нибудь. Неужели ты думаешь? Я говорю, я останусь тут у тебя. Не убила, не украла, ничего не сделала. Вот просидела 8 с лишним лет. 8 с лишним лет. А интересно, как же можно считать, кто виноват, если ты сам все подписал? Я просто боялась, что действительно будут бить. Вот. И ведь били-то ведь раньше не то, что как сейчас вот бьют, а вот и раньше, знаете, как били? Били сразу до смерти били. А к Сталину как вы относились тогда? А? Как вы к Сталину относились? Ой, вы знаете, как любила Сталина. М-м. Даже вот когда он умер, я даже плакала. Он действительно был, как говорится, как отец родной. Вот. Так что Сталина я любила. Но раньше нельзя было. Вот если в газете есть портрет Сталина, не Боже спаси, нельзя выбрасывать эту газету. Вот. И нельзя ничего делать с ней. Даже портрет был это запрещен. Вот. Так что, вообще, а так.